Как тебе выжить? Все аэропорты переполнены, люди уезжают, бросают все, что нажито, в панике. Экономика будет и дальше сжиматься. Параллельный импорт закрывается, валютные счета могут быть вообще заморожены. Обвал экспорта из России. Горизонт планирования, он сжат сейчас до месяца. Выжить бы. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Приветствую, друзья! Сегодня снова будем говорить о самых важных новостях. Я повторюсь, о самых важных новостях, потому что новости такие, что они навсегда изменят нашу с вами жизнь. Я напомню вам, что вы находитесь на канале номер 1 про бизнес и деньги, поэтому я прежде всего буду рассматривать с экономической точки зрения эти новости. Про мобилизацию, про отсрочки, про того, кого призовут, кого нет и так далее, вы найдете в основном на других каналах, да? Здесь, еще раз повторю, про благосостояние, про то, как не умереть понапрасну в эти нелегкие времена. Поехали! Голосование на референдумах по вопросам присоединения к Российской Федерации в качестве субъектов стартовало в 8 часов утра 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. И на первый взгляд эта новость не экономическая, но и на экономику она повлияет так сильно, что мало не покажется. На котировки акций, облигаций, на новые пакеты санкций и на все остальное мир окончательно перешел красную черту, и теперь эскалация сильно превышает то, что было во времена Карибского кризиса. Как вы помните, тогда Советский Союз отправил ядерные ракеты на Кубу, и тогда мир реально стоял на грани Третьей мировой войны. Так вот сейчас аналитики предрекают ситуацию сильно хуже, чем во времена Карибского кризиса. Далее международная реакция на последние события. В Узбекистане приостановили обслуживание карт МИР по техническим причинам. Ну вы понимаете, да? Нет никаких технических причин, боятся вторичных санкций и слушают указания Госдепа. Да, Америка всем настоятельно рекомендует выполнить, иначе бобо. Да, и вот выполняет, при этом ссылаются на разные там технические причины и так далее. При этом Эрдоган, глава Турции, поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе МИР. Как вы понимаете, в Турции тоже начались проблемы с платежной системой МИР. Два крупнейших банка отказались обслуживать карты МИР. При этом Эрдоган или турецкие ведомства не ссылаются ни на какие технические причины, они конкретно говорят: ну да, прекратили, что делать. Но при этом говорят: мы что-нибудь придумаем. Эрдоган, как очень прагматичный лидер, желает воспользоваться этим, поэтому традиционно заявляет, что Турция будет выполнять только решения ООН, Организации Объединенных Наций, и что другие там всякие ведомства, Госдепы и так далее, и не указ. Посмотрим, как Эрдоган выполнить свои обещания. Эрдоган показывал чудеса изворотливости в последнее время и вашим, и нашим, и так далее. Я очень бы хотел, чтобы, конечно, турки что-то придумали. Не очень хорошо будет, если это одно из последних окошек в мир для россиян захлопнется. Идем дальше. Европейский Союз может ввести санкции против российской нефти и сферы информационных технологий. Об этом сообщила газета Financial Times и поясняет: ЕС рассматривает вопрос введения ограничений на цену российской нефти. Если раньше эти ограничения обдумывались и планировались там где-то в 2023 году, то сейчас, наверное, Европейский Союз скажет: а что ждать-то, давайте уже. Члены ЕС также настаивают об ужесточении мер против России, включая исключение большего числа банков из системы SWIFT и запрет на импорт алмазов. Ну, у нас уже и не так много банков, которые со SWIFT могут работать, да, может, уже и не останется совсем, да. Однако я так скажу, какие-то точно, наверное, останутся, потому что все-таки платежи пока идут. И меня удивляет и умиляет вот что: до сих пор через Украину Россия прокачивает газ в Европу. Я вообще вот этот вот современный мир, я его, честно говоря, ни хрена не понимаю. Идет настолько сильная эскалация, давление на финансовых рынках, там эмбарго, да, там арест каких-то активов и так далее, и в это время по трубам
поставляется газ в Европу через Украину. Как это может быть, я не понимаю. Но вот современный мир устроен так, что даже не следует пытаться изучить, как это. Следует сразу, немедленным образом отправиться в то, как тебе выжить. Если ты будешь тратить себя на то, чтобы изучить, что происходит, ты не успеешь понять, что тебе делать для того, чтобы выжить. И вот срочная новость в номер. Toyota закрывает петербургский завод в Шушарах, который проработал 15 лет. Автоконцерн не смог наладить поставки комплектующих в Россию. Все сотрудники попадут под увольнение. Ну, комментарий, я думаю, излишний. Заявление прозвучало не как раньше. Мы вроде уходим, но, может быть, остаемся и так далее. Может быть, сейчас перепишем акции менеджменту с опционом последующего выкупа и так далее. Смотрите, здесь конкретика заявления просто другая. Все, завод закрывается, все будут уволены. И мне кажется, нам стоит ждать сейчас и еще некоторых иностранных корпораций, да, которые заявят о уходе из России именно в такой вот радикальной манере. Все это не очень хорошо, рабочие места, знаете ли, доходы и так далее. Это все влияние на экономику. Канал номер 1 про бизнес и деньги всегда держит вас в курсе, чтобы вы были готовы. Поэтому подпишитесь сами, отправьте ссылку своим родным, близким, знакомым, кому добра желаете. Важно сейчас не поддаться панике, да, выжить, чтобы перейти опять к процветанию. Я напомню, все войны кончаются, все проблемы кончаются, все кризисы всегда кончались. Поэтому и сейчас нам надо быть уверенным, что это тоже закончится. IT-компании попросили Минцифры предоставить айтишникам отсрочку от мобилизации. Зачитаю. Ассоциация разработчиков программных продукций «Отечественный софт» обратилась в Минцифры с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудников IT-компаний на время их работы в этих организациях. Вот. Ну, давайте поясню суть вопроса. Вообще говоря, до 27 лет молодые специалисты, работающие в IT-компаниях, не подлежат призыву. И тут вдруг выяснилось, что призыву-то они не подлежат, а вот мобилизации очень даже и подлежат. И вот даже появились случаи, когда айтишников, которых вроде призывать-то и не должны, их стали мобилизовывать. Да? И вот самый известный случай — это случай с сотрудником Сбербанка. Айтишник из Сбербанка, которого мобилизовали, правда, уже отпустили, но осадочек остался. И получается так, что долго никто не мог понять, так все-таки мобилизация будет айтишников или нет, или как там. И вот сегодня Минцифры окончательно пояснил, что специалистов IT, связи и медиа, все они получат отсрочку от частичной мобилизации. Ура! Если кто-то из вас хочет законно, ну, в рамках, так сказать, законов, если это можно так называть, обойти мобилизацию, срочно дуйте, становитесь сотрудниками IT-компаний, связи, медиа и так далее. А еще освобождены от мобилизации, давайте посмотрим, кто. Итак, депутаты Государственной Думы, ну вы понимаете, да? Члены Совета Федерации, тоже понимаете. Сегодня Набиуллина объяснила, что сотрудники Центрального банка тоже освобождены от мобилизации. В общем, сейчас вот эти вот заявления, кто еще освобожден, они просто вот прям пестрят во всех СМИ. Вообще вот давайте вот про эту неразбериху больше поговорим, потому что сама по себе неразбериха, то есть вот эта неопределенность, да, она вселяет во всех людей вот эту тревогу. Сегодня, например, все аэропорты переполнены, люди уезжают. Казахстан, Армения, куда глаза глядят. Вот и все. Ну, люди просто боятся. Поэтому как это повлияет на экономику? Да очень конкретно повлияет. Смотрите, уезжают люди, куда-то разъезжаются. Это конкретные потребители, они раньше потребляли товары. Это означает, что уровень потребления снижается, уровень производства вслед за ним снижается. Знаете, налоги снижаются, экономика снижается, ну, экономика падает. Я очень бы хотел, чтобы все-таки как можно быстрее стало ясно, кто там подлежит, кто нет, кто где, чего и так далее, иначе мы вот из-за этой неразберихи мы будем терять и экономику тоже. А что на валютном рынке? А вот что. Сперва курс доллара пошел вверх, то есть рубль стал обваливаться. Это на сообщениях о частичной мобилизации. А сегодня произошел тотальный отскок. 58 рублей за доллар. Как тебе такое, Илон Маск? Что происходит? Аналитики сообщают о том, что многие подумали, что надо срочно избавляться от валют недружественных стран.
и стали продавать доллар. Поэтому избыточное предложение долларов на рынке вызвало обвал котировок. Напомню, 58 рублей за доллар — это вообще никуда не годно для экспортеров, поэтому это еще и обвал экспорта из России. Теперь те предприятия, те отрасли, которые были экспортоориентированы, но они тоже не смогут ничего продать туда, куда еще можно было продать, потому что себестоимость запредельная, поэтому экономика будет и дальше сжиматься. Она все больше должна рассчитывать сама на себя. То есть все товары, которые произведены в России, мы сможем производить только здесь и потреблять только здесь. Видите, параллельный импорт закрывается, Белоруссия ввела запрет на вывоз кое-чего из ее территории, Казахстан скоро ведет и так далее, поэтому параллельный импорт тоже вот такая вот обходная мера не очень-то спасает Россию, поэтому, друзья мои, будьте готовы на то, чтобы у вас были запасы, резервы, чтобы вы могли рассчитывать на себя. Те варианты, которые у России все еще остаются для продажи на экспорт, это в основном газ, нефть, сырье, удобрения и так далее. Хорошо, что это есть, этого много. В конце концов, у России очень много полезных ископаемых. Это кое-что. Но экономика будет сжиматься. Пожалуйста, подготовьтесь, помните о погребе. Погреб должен быть всегда наполнен гречкой, картошкой, ну, желательно всем. Тревожные новости приходят и по валютным счетам. Ситибанк — это такой американский банк, который все еще в России, и он еще не ушел, да, однако он приостановил открытие валютных счетов. В банке отметили, что работа с уже открытыми счетами продолжается, новых счетов не будет. Значит, сейчас на фоне частичной мобилизации, на фоне вот этих всех вот турбуленций и новой эскалации появились сообщения очень влиятельных аналитиков и экспертов, что валютные счета могут быть вообще заморожены. Поэтому, если у вас еще какие-то валютные счета есть, лучше избавьтесь от валюты недружественных стран или переведите валюту в какие-то там зарубежные банки, если сможете. Вот. То есть такое действительно возможно, ибо девалютизация идет семимильными шагами. Уже и сейчас понятно, что содержание валюты на счетах физических лиц и юридических сопряжено с тем, что банк, контрагент, просто тупо не сможет выполнить свои обязательства перед владельцем этого счета. Почему? Ну, корсчета будут заблокированы и так далее. Поэтому банки всячески стимулируют людей, да, переводить свои доллары, евро, что там, фунты в рубли или уводить эти доллары, евро, фунты куда-то вот там за рубеж. Поэтому, смотрите, разберитесь с валютными счетами недружественных стран, потому что, ну, чтобы у вас не возникла еще одна проблема в довесок к уже существующей целой библиотеке проблем. Блок экономических новостей для мобилизованных. Мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнюю работу. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Мне бы не хотелось, чтобы практика выполнения вот этого постановления премьера Мишустина, да, была такая же, как в случае, значит, с сохранением рабочего места по ушедшим в декретный отпуск. Потому что практика такова, я вам говорю. Когда приходит женщина из декретного отпуска, ну, конечно, их место уже занято. И им создаются такие условия, что они там увольняются. Редко когда удается, ну, на другое место трудоустроиться и так далее. Вот такая практика, не очень хорошая. Поэтому я на самом деле, ну, как говорю, у нас очень много постановлений, приказов, ну, таких хотелок. А потом любовная лодка развилась о быт, да? Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот эти льготы и преференции, которые идут сейчас для мобилизованных, они были реальны. Идем дальше. В Центральном банке разъяснили порядок реструктуризации кредитов мобилизованных. Ведь сначала появились сообщения, что те, кого мобилизовали, могут не платить ипотечные кредиты. О, что тут началось? Тут же все банки встали на дыбки, и тут же появилось новое разъяснение. Не, тебя мобилизовали, но ипотеку ты продолжаешь платить. А как? Как это вообще возможно? Ребята, вы подумали, да? Вот в результате Центральный банк, он даже разъяснил теперь как. В общем, обратиться за реструктуризацией смогут и близкие родственники мобилизованных. Вот, пожалуйста. То есть как-то все-таки ипотеку придется платить. Значит, родственники могут обратиться за реструктуризацией, но вот придется, да. Ну и тут, конечно же, очень много популистских заявлений прозвучало там от деятелей, которые вообще предложили, что надо на период мобилизации все платежи по кредитам, чтобы государство выплачивало. Вот. Откуда, правда, взять деньги такие,
эти вот инициаторы не уточнили, потому что, ну, на самом деле это триллионы рублей, которых, в общем-то, в бюджете нет. В общем, ничего не понятно, потому что когда происходит мобилизация, когда страна имеет сжимающуюся экономику, когда такие ограничения, эмбарго и прочее, и горизонт планирования, он сжат сейчас до месяца, до 3, ну, 3 годами там и не пахнет, ну, называется, выжить бы, да? Вот в этих всех условиях, ну, на самом деле, все очень будет дальше непонятно. Именно поэтому я еще раз говорю, смотрите каналы, которые вам дают способы и методы соединиться с реальностью, да, а не усилить вашу панику, потому что если вы панику усиливаете, вы будете совершать очень неадекватные действия. Ну, есть сейчас люди, которые бросают все, что нажито, и за бесценок продают, за 10%. Все, в панике и так далее. Так делать не надо. Прежде чем принимать какие-то решения, обретите уверенность, устойчивость, успокойтесь. Найдите людей и отмоделируйте людей, которые могут сохранять спокойствие, взвешенность, рациональность в этих непростых условиях. Держитесь этих людей, и только тогда принимайте свое решение про свою жизнь, про свою судьбу. Поэтому 1 октября я приглашаю всех на слет «Сила сообщества», где соберутся 1000 таких людей, которые умеют сохранять адекватное состояние. Ссылка будет в описании. За эти несколько дней было очень много плохих новостей, было очень много плохого, как будто бы все хорошее ушло куда-то в отпуск. Я хочу, чтобы хорошее вернулось. Давайте же вместе размножать хорошее, пусть плохому места все-таки не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.